Глава 536. Личность женщины. «Старший ли, пожалуйста, проходите». Женщина толкнула каменную дверь и почтительно пригласила Ханли внутрь. Ханли кивнул и вошел, не сказав ни слова, поскольку женщина последовала за ним. Каменная дверь закрылась сама по себе и исчезла, возвращая стену в изначальное состояние. Войдя внутрь, Ханли увидел серый коридор, который не выглядел очень длинным, поскольку впереди он уже видел белый свет. Ханли молча шел вперед и повернул в конце, внезапно наткнувшись на широко распахнутую каменную дверь. Рядом с дверью стоял хмурый конфуцианец средней стадии формирования ядра. При виде Ханли он сразу же улыбнулся и сказал: «Значит, вы господин Даосли. Я Юнь Тянься, лорд этого города. Добро пожаловать на мое торговое собрание». «Почти все господа уже прибыли», — вежливо проговорил конфуцианский ученый по имени Юнь. Затем он равнодушно повернулся к женщине и сказал: «Молодая леди Вэнь, позаботься о брателе. Убедись, что ему здесь комфортно, леди Вэнь». Теперь у Ханли больше не было сомнений. Она была дочерью Вэнь Цзина из секты изысканного звука, Вэнь Сюй. Но как она здесь оказалась, Ханли был очень удивлен этим. Естественно, поскольку он использовал технику изменения внешности, женщина не могла узнать его. Когда Вэнь Сюй услышала его, ее выражение изменилось, и она поспешно поклонилась ему. Хотя Ханли и не поворачивался, он понял, что Вэнь Сюй очень боялась Юнь Тянься. Странное выражение промелькнуло в глазах Ханли, но он просто улыбнулся и произнес несколько слов приличия ради. За дверью был большой квадратный зал с огромным круглым столом в центре. У стола стояло более дюжины кресел, большинство из которых уже были заняты другими культиваторами. Но когда Ханли четко увидел, что происходило в комнате, он был удивлен. Помимо двух женщин-культиваторов стадии формирования ядра, которые сидели в одиночестве, культиваторы-мужчины сидели попарно с привлекательными женщинами. Все эти женщины были либо на пике стадии концентрации ЦИ, либо на ранней стадии заложения основ. Каждая из них была непревзойденной красоткой. Пока Ханли пытался прийти в себя от увиденного, он вдруг почувствовал ароматный запах, источник которого находился рядом с ним. Тело Ханли напряглось, он медленно повернулся и увидел красивое женское лицо. Вэнь Сюй подошла к нему слишком близко, в результате чего он почувствовал ее запах. Ханли нахмурился, но не стал отталкивать ее. Вместо этого он снова взглянул на женщин-культиваторов, которые сидели рядом с другими мужчинами. Немного подумав, он обнял ее за талию и направился к пустому креслу, а затем сел на него. Вэнь Сюй сделала то же самое, что и другие женщины-культиваторы, она неохотно села рядом с ним, прислонившись к его груди. Сейчас к груди Ханли прижалась красивая девушка. Как только Вэнь Сюй застыла, прижавшись к его груди, Ханли расслабил руку, которая ее обнимал. Вэнь Сюй была ошеломлена на мгновение, а затем она бессознательно взглянула на Ханли в недоумении. В этот момент Ханли спокойно осматривал остальных в комнате. 8 других культиваторов формирования ядра, естественно, тоже смотрели в направлении Ханли. Хотя они и посчитали, что Ханли выглядел несколько странно, они не подавали вида. Вместо этого большинство людей смотрело на Ханли с доброй улыбкой. Выражение Ханли изменилось, оно тут же стало жестким. Вскоре в зал вошло еще 6 культиваторов формирования ядра, каждый был в компании красавицы. Хотя Ханли спокойно наблюдал за происходящим, внутри он был ошеломлен. Юнь Тянься, очевидно, был талант к поиску таких молодых красавиц. Хотя их культивация была слабой, все они были на разных уровнях. Пока Ханли размышлял над этим, Юнь Тянься сам вошел в зал с компанией изящной и элегантной красотки, обнимая ее за талию. Женщина была на поздней стадии заложения основ. «Леди Фань». Сердце Ханли дрогнуло при виде нее. Она — посланник правых секты изысканного звука, леди Фань. Кажется, у нее довольно близкие отношения с лордом города. Кажется, этот торговый сбор будет весьма интересным. Хотя внутри Ханли был крайне взволнован, лицо его было совершенно спокойным. «Ах!» Вэнь Сюй слегка дрогнула, непроизвольно издав слабый стон. Это прозвучало так, как будто она была совершенно смущена. Ханли был ошеломлен на мгновение и невольно взглянул на нее. Ее лицо было красным от смущения. Внезапно он заметил, что его рука бессознательно схватила ее за грудь. Он даже почувствовал, как его пальцы сжимали что-то теплое. Это мягкое, теплое ощущение потрясло Ханли до глубины души. Он тут же инстинктивно убрал руку. Вэнь Сюй все еще была красной от смущения. Она нерешительно подняла голову и изумленно посмотрела Ханли в лицо. Хотя на лице Ханли тоже был смущен, но не подал виду.
Хотя он никогда не думал о себе как о человеке чести, эта женщина была его знакомой, вот почему он был смущен. Хань Ли обнаружил, что то, что сейчас произошло, никто и не заметил, внимание всех было приковано к Юнь Тянься, который уже уселся во главе стола вместе с леди Фань. Юнь Тянься широко улыбнулся и сказал: «Я очень рад видеть всех вас на нашем торговом собрании». Несмотря на то, что двум господам пришлось покинуть остров раньше, это нынешнее собрание самое крупное за последнее время. Это все, что я хотел. А теперь давайте продемонстрируем свои товары. Каждый должен представить свой товар и назвать цену или предложить обмен. Затем он повернул голову к толстому старому культиватору в голубой одежде и улыбнулся. Он явно указывал на то, чтобы тот начал. Все это время толстый старик обжимал тело женщины, которая сидела рядом с ним. Увидев улыбку Юнь Тянься, он неохотно расслабил свои объятия на талии девушки и неторопливо сказал: «В таком случае я начну. На этот раз я принес немало хороших вещей. Я более чем согласен обменять их на любые материалы, которые мне нужны». Сказав это, старик встал и поставил сумку для хранения на стол. Многочисленные предметы неожиданно появились на столе в вихре вращающегося красного света. Все эти предметы испускали мощную духовную ци. 3 небесные духовные бусины, ядро демонической акулы, старик гордо называл свои предметы, в результате чего множество культиваторов были впечатлены ими. Было ясно, что каждый из этих предметов был довольно редким. Хань Ли невольно улыбнулся холодной улыбкой. Хотя эти предметы можно считать по-настоящему ценными для обычных культиваторов формирования ядра, для него они были ерундой. Самым редким среди этих предметов было ядро демонической акулы, демонический зверь 6-го ранга. Хань Ли лично уничтожил по крайней мере 8 демонических зверей этого ранга. Когда толстый старик закончил рассказывать о своих вещах, он откинулся назад и снова обнял женщину. Выражение на его лице стало высокомерным. После того, как старик сел, человек, который сидел рядом с ним, эксцентрик в расшитой красной одежде, сухо кашлянул и неуверенно встал. У этого человека было столько морщин, как будто его кожа была обветрена. Я привел только один предмет. Яйцо демонического зверя 5-го ранга, черноугольного червяка, с расстановкой произнес он и вынул его из одежды, сказав это. Оно было размером с куриное яйцо. Черноугольный червь, как только эксцентричный закончил говорить, в глазах других культиваторов появился странный свет. Все они пылким взглядом уставились на яйцо перед ними. Глава 537. Информация. Каждый из других культиваторов достал свои предметы, и, как и ожидалось, они были особенно примечательны и оказались ценными для культиваторов формирования ядра. Неудивительно, что на этом секретном рынке проводилась такая специальная встреча. Хань Ли равнодушно взглянул на представленные предметы. Хотя его эти предметы не интересовали, они пробудили большой интерес у других культиваторов, подогревая атмосферу в комнате. Когда настала очередь Хань Ли, он достал несколько редких материалов из демонических зверей 6 и 7-го ранга. Это спровоцировало еще большую волну удивления. Вскоре настала очередь последнего культиватора. Это был один из 3 культиваторов средней стадии формирования ядра, которые здесь присутствовали. Другие смотрели на него с большим уважением. В этот момент человек неторопливо вынул 2 предмета из своей сумки для хранения и с равнодушным лицом положил на стол. Там была угольно-черная медная пластина размером с ладонь и кусок серой кости длиной в полфута. Похоже, это было из позвоночника какого-то животного. Большинство культиваторов равнодушно смотрели на эти предметы, не считали их чем-то исключительным. Все ждали его объяснения. Но после того, как он достал предметы, он сказал: «Я продам эти 2 предмета только тем, кто их узнает. Если вы ничего не знаете о них, даже не пытайтесь разузнать». Сказав это, он беззаботно откинулся на спинку стула и прищурился, не обращая внимания на красивую женщину рядом с ним, что слегка смутило ей. Когда другие услышали это, они молча переглянулись между собой. Только Хань Ли и Юнь Тянься слегка изменились в лицах при виде этих предметов. Странное выражение промелькнуло на лице Хань Ли. Хотя он сидел далеко от этих предметов, он проверил их своим духовным чутьем и мог четко сказать, что это за предметы. Хотя кость не принадлежала к обыкновенному демоническому зверю, она просто не заинтересовала его. Однако его слегка заинтересовала медная пластина, поскольку на ней было начертаны странные древние иероглифы. Древние иероглифы напоминали те, что были в старой спрятанной книге безымянной техники маскировки Ци. Неужели они были как-то связаны между собой? Даже сейчас Хань Ли не мог полностью понять содержание этой древней книги. Не успел Хань Ли подумать об этом, Юнь Тянься улыбнулся и рассмеялся.
Мельком взглянув на кость, Юнь Тянься в шутку сказал: «Ха-ха. Я не ожидал, что брат Сан будет таким великодушным, чтобы представить нам духовую кость демонического зверя 8-го ранга. Я действительно искушен ею». Эти слова поразили всех присутствующих и пробудили во всех ажиотаж. Эту вещь можно было считать самой дорогой из всех присутствующих. Духовная кость демонического зверя 8-го ранга определенно была экстраординарным сокровищем, которое редко кто видел даже из культиваторов формирования ядра. Когда Хань Ли услышал это, его сердце дрогнуло. Возможно, этот человек знает какую-либо информацию о демонических зверях 8-го ранга. Культиватор по имени Сан засмеялся, услышав, что Юнь Тянься смог узнать происхождение кости. Пристально взглянув на него, он ничего не сказал. В этот момент торговая встреча стала довольно ярым событием. У всех было выражение нескрываемого волнения. Женщины-культиваторы также удивленно смотрели на лежавшие на столе предметы. Когда Хан Ли увидел это, он бессознательно повернул голову к Вэнь Сию, чтобы узнать, что она также носила страстное выражение. Казалось, что эти предметы имеют неоспоримое очарование, независимо от его статуса. В этот момент толстый старик начал перечислять условия, по которым он продавал свои вещи. Небесные духовные бусины можно обменять на несколько стеблей лекарственных растений старше 500 лет и выше. Демоническое ядро модно обменять на сухожилие демонического зверя 7-го ранга. Конечно, я также готов обменять их на достаточное количество духовных камней. И, видя, что у всех были драгоценные сокровища, высокомерие толстого старика поубавилось. Когда он сказал о сухожилии, он неосознанно взглянул в направлении Хань Ли. К сожалению, Хань Ли не интересовался ядром демонического зверя 6-го ранга. Он просто продолжал сидеть с Вэнь Сиюй в объятиях. «Я хочу, чтобы ядро демонического зверя 6-го ранга, но у меня нет никаких сухожилий. Сколько духовых камней ты хочешь за него?» — сказал с большим интересом беловолосый старик. Как известно, теперь демонических зверей найти гораздо труднее, чем раньше, поэтому цена будет выше. «Я хочу 15 000 духовных камней». Толстый старик, казалось, не хотел расставаться с демоническим ядром и намеренно завысил цену. Когда беловолосый старик услышал это, он горько улыбнулся и больше ничего не сказал. Было ясно, что высокая цена ему была не по карману. «Я хочу, чтобы это ядро демонического зверя», — сказала беловолосая старуха. Сказав это, она вынула из-за пазухи сумку для хранения и кинула толстому старику. Толстый старик взял сумку для хранения и довольно улыбнулся, осмотрев ее. Только леди Цин могла быть такой смелой. «Бедным культиватором никогда с тобой не сравнится», старик, казалось, знал женщину и, хихикнув, бросил ей ядро демонического зверя. Беловолосая старуха холодно фыркнула и поймала ядро демонического зверя. После бессловесного изучения этого, она положила его в сумку для хранения и больше ничего не сказала. Другие культиваторы начали спрашивать о других предметах толстого старика, в результате чего все стали торговаться. Затем он убрал оставшиеся предметы. Следующие торги за яйцо черноугольного червя создали большой ажиотаж. Его условия не были жесткими, так что все могли поторговаться за яйцо демонического зверя. В конце концов, яйцо демонического зверя было обменено на несколько бутылок драгоценных лекарственных таблеток. Через 6 человек настала очередь Хань Ли. Он посмотрел на кучу ценных материалов перед ним и почувствовал, что на него были устремлены множество горящих взглядов. Среди них был толстый старик, который особенно желал получить духовное сухожилие. Хань Ли мягко улыбнулся. Он откинулся на спинку стула вместе с Вэнь Сиюй и спокойно сказал: «Мне не нужно ничего из этих предметов. Я только хочу обменять их на информацию. Если ваша информация удовлетворит моим требованиям, я передам вам все эти материалы». Информация. Слова Хань Ли удивили всех присутствующих. Хотя все они были несколько шокированы, никто не начал суетиться. Все они с любопытством смотрели на Хань Ли, ожидая услышать, что он скажет дальше. Глаза Юнь Тянься зашевелились, а на его лице мелькнуло подозрение. Хань Ли неторопливо спросил: «Знает ли кто-нибудь из вас, уважаемые господа даосы, местонахождение демонического зверя 8-го ранга? На эту информацию я готов обменять все свои материалы». Демонический зверь 8-го ранга. Каждый человек с тревогой произнес это с выражением большого шока. «Вы верно шутите? Вы собираетесь сразиться с демоническим зверем 8-го ранга?» Толстый старик, казалось, не поверил своим ушам. Хань Ли неторопливо ответил: «Конечно, нет. Эта информация мне нужна для других целей». Сказав это, он окинул взглядом других культиваторов. Все они были в шоке, к большому разочарованию Хань Ли. Затем взгляд Хань Ли упал на темнокожего культиватора по имени Сан.
Когда культиватор по имени Сан увидел, что Ханли посмотрел на него, он удивился, но тут же все понял. Он улыбнулся и спросил: «Неужели вы считаете, что у меня есть информация о демоническом звере 8-го ранга?» «К сожалению, вы ошибаетесь», — ответил он, покачав головой. Ханли обнаружил нескрываемое разочарование и глубоко вздохнул. Но в это мгновение Ханли услышал сладкий голос: «Я знаю местоположение демонического зверя 8-го ранга, но мне не нужны материалы. У меня другое условие для господина Ли». Ханли был очень поражен тем, кто это сказал. Ханли неуверенно произнес: «У тебя есть информация о демоническом звере 8-го ранга?» Тот, кто сказал это, была женщина в его объятиях, Вэнь Сиюй. Слегка наклонившись к Ханли, Вэнь Сиюй выглядела чрезвычайно спокойно. Она посмотрела в лицо Ханли и сказала: «Верно. Я знаю приблизительное местоположение гнезда демонического зверя 8-го ранга». Леди Фань была крайне удивлена и тут же упрекнула Вэнь Сиюй с холодным выражением: «Сиюэр, что за чушь ты несешь? Откуда у тебя может быть информация о демоническом звере 8-го ранга? Рассказывай». Пока Ханли сомневался, он вдруг почувствовал, что женщина прижалась к нему. Она твердо сказала: «Боевая тетя Фань, я действительно знаю местонахождение демонического зверя 8-го ранга. Я не собираюсь обманывать старшего Ли. Пожалуйста, поверьте мне». Глава 538. Мощь новых мечей. «Ты». Леди Фань нахмурилась и собиралась было что-то сказать, что Ханли перебил ее. «Я хочу услышать, что она скажет. Я сам определю, действительно ли она говорит правду». Глаза Юнь Тянься холодно сверкнули. Немного помолчав, он улыбнулся и сказал: «Ну, раз у боевой племянницы Вэнь есть информация, то пусть господин Даосли сам расспрашивает ее». Леди Фань неохотно согласилась. «Хорошо, большое спасибо». Без каких-либо дальнейших тонкостей Ханли кивнул головой и поблагодарил. Небрежные манеры Ханли слегка удивили Юнь Тянься, но он не подавал вида. В этот момент Ханли посмотрел на Вэнь Сиюй и спросил: «Ты сказала, что знаешь о гнезде демонического зверя 8-го ранга?» Голос Ханли был совершенно спокойным, не выдавая ни гнева, ни радости. Вэнь Сиюй немного разволновалась из-за этого. Но вскоре она подумала, казалось, о чем-то ужасном, и, набравшись смелости, заговорила: «Когда я впервые прибыла в область внешних звездных морей, я купила морскую карту с определенной областью. Сначала я считала, что эта карта показывает место скрытых сокровищ, и решила проверить. В итоге я обнаружила молодого ветреного зверя. К счастью, зверь был только 3-го ранга и не смог обнаружить меня, поэтому я сразу покинула это место в страхе. Старший должен знать, что ветреные звери способны производить потомство только после того, как достигнут 8-го ранга, и не оставляют свое дитя, пока он не достигнет 5-го ранга. Таким образом, несомненно, что поблизости есть демонический зверь 8-го ранга. Если старший согласен на мои условия, я готова показать вам дорогу». Выражение лица Ханли изменилось. Казалось, он разволновался. Взрослый демонический зверь 8-го ранга, ветряной зверь. Если бы эта женщина говорила правду, то можно быть уверенным, что поблизости его гнезда была демоническая траваеха. Ханли пристально посмотрел на женщину и глубоко вздохнул, а затем спросил: «Что ты хочешь взамен информации о местонахождении гнезда демонического зверя 8-го ранга?» Вэнь Сиюй на мгновение покраснела, а затем сказала без колебаний: «Я хочу, чтобы старший забрал меня отсюда и сделал своей наложницей». «Что?» Ханли опешил от удивления. «Сиюй, что за вздор ты несешь?» Услышав это, на лице леди Фань появилось яростное негодование. Другие культиваторы тоже были в шоке, но быстро пришли в себя. Некоторые даже стали подшучивать и смеяться. Когда Юнь Тянься услышал это, его выражение стало мрачным, а лицо стало пепельным. Юнь Тянься хлопнул руками по столу и уставился на свои руки. С холодным голосом он бесцеремонно сказал: «Я что-то не расслышал, чего ты хочешь от господина Ли? Повтори». Тело Вэнь Сиюй несколько раз дрогнуло, и она невольно прижалась к Ханли. Но когда она увидела спокойное выражение Ханли, она набралась храбрости и сказала громко, что было сил: «Я хочу, чтобы старший Ли сделал меня своей наложницей и забрал из секты изысканного звука». Затем она опустила голову, не смея поднять взгляд. ПФФ. Руки Юнь Тянься мгновенно покрылись серым пламенем высотой в полфута. Пламя выглядело довольно свирепым, а лицо его исказилось от ярости. «Проклятое костяное пламя инь», — произнес кто-то из присутствующих. Теперь смех и улыбки с лиц присутствующих исчезли в мгновение ока. «Господин Даосли». Похоже, что культивация этой девушки пошла наперекосяк, и ее разум помутился.
Надеюсь, что вы все поймете. Она понесет суровое наказание за свою дерзость. Мои слуги посадят ее под заключение на полмесяца. Юнь Тянься холодно приказал без малейших эмоций. Как только он сказал это, два культиватора заложения основ в лазурной одежде поднялись и направились прямо к Ханьле. На лице Вэнь Сиюй появилась печаль, и она умоляюще посмотрела на Ханьле. Тот невольно нахмурился. «Подождите», не дожидаясь, когда Юнь Тянься заговорит, леди Фань возмущенно сказала, что «Вы хотите забрать эту женщину?» Ханьли равнодушно сказал, «Возможно. Тем не менее, я скорее хочу узнать информацию о демоническом звере. Надеюсь, что брат Юнь и мадам не будут слишком торопиться с выводами. Как насчет того, чтобы вы дождались моего ответа?» Когда Юнь Тянься услышал это, его выражение изменилось. Затем он махнул рукой и погасил пламя. Он безмолвно уставился на Ханьли и произнес: «Слуги, уходите. Я послушаю, что он скажет». Он решил дать Ханьли слово, поскольку он был одним из культиваторов формирования ядра. В конце концов, скоро настанет великое событие, когда ему потребуются силы всех культиваторов формирования ядра. Таким образом, он не хотел никого оскорблять. Госпожа Вэнь предложила мне сделать ее своей наложницей, но меня это нисколько не волнует. Тем не менее, мне нужна информация о демоническом звере. Не лучше ли, если бы я обменял эти материалы на свободу этой женщины? Что скажете, брат Юн? Ханьли пододвинул кучу ценных материалов к Юнь Тянься и негромко посмотрел на него с таинственной улыбкой. Вы готовы обменять их на нее? Хотя Юнь Тянься говорил холодным тоном, в глазах у него было смущение. Перед была куча драгоценных материалов из демонических зверей 5-6 ранга. Это стоило нескольких десятков тысяч духовных камней, по крайней мере, и он был более чем готов согласиться на такой обмен. Даже если бы женщина была очаровательной красоткой, это было бы неважно. Неужели эта информация о демоническом звере 8 ранга так важна для него? Должен ли он использовать эту возможность для урегулирования ситуации или использовать силу, пытаясь надавить на него? Немного подумав, Юнь Тянься быстро пришел к выводу, и его выражение смягчилось. Когда он все решил, леди Фань придвинулась к нему и прошептала на ушко. В одно мгновение выражение Юнь Тянься изменилось. Помолчав с минуту, он сказал: «Господин Ли, я не могу отдать вам эту девушку, независимо от того, сколько вы платите, иначе в дальнейшем это может создать нам кучу проблем. Женщины-культиваторы будут делать все, что им заблагорассудится, и это испортит нашу репутацию». Эти слова поразили других культиваторов, в результате чего они переглянулись между собой. Разумно было сказать, что куча драгоценных материалов стоила гораздо больше, чем женщина на стадии заложения основ, как бы красива она ни была. Следовательно, за отказом Юнь Тянься стояло что-то еще. У Ханьли было на лице написано, что он не мог упустить эту девушку, так что остальные наблюдали за происходящим с улыбкой на лице. Они почувствовали, что следующий обмен окажется весьма интересным. Секта изысканного звука. Ханьли поджал губы, и странное выражение промелькнуло в его глазах. Что? Господин Ли не знает, что эта тайная комната была открыта сектой. Я старейшина секты изысканного звука. Я помогаю леди Фань в управлении ей, холодно сказал Юнь Тянься. Лицо его было покрыто слоем странной серой ци, демонстрируя превосходную мощь. Очевидно, что так он пытался запугать Ханьли. Поскольку он только на ранней стадии формирования ядра, и он находится на моей территории, ему придется подчиниться. Однако, жаль, что я упускаю эти материалы, с легким сожалением подумал Юнь Тянься. Он был совершенно спокоен. Но в этот момент Ханьли внезапно ухмыльнулся и произнес: «Хорошо». Ханьли поднял руку, вызвав белый свет, который внезапно вспыхнул перед ним. Юнь Тянься был поражен и бессознательно распространил свое искусство культивации, чтобы защититься. В этот момент белый свет безжалостно ударил по пламени, это были 12 мечей длиной в дюйм. «Эя!» Юнь Тянься был поражен и поспешно высвободил свое магическое сокровище. Однако пламя не смогло заблокировать 12 летающих мечей даже на мгновение. Пламя исчезло, а в тело Юнь Тянься появилась дюжина кровавых дыр. К тому времени, когда Юнь Тянься высвободил свое магическое сокровище, он успел только испустить жалкий крик и рухнул на землю. Другие культиваторы были ошарашены увиденным и раскрыли рты от удивления. Некоторое время они не могли прийти в себя. Глава 539. Провокация. Ханьли равнодушно взмахнул рукой, и 12 маленьких мечей обратно соединились в один, который затем исчез в его рукаве вспышкой белого света. Ханьли опустил руку и со спокойным выражением на лице сказал: «Теперь давай поговорим». Всего минуту назад Юнь Тянься больше не мог сражаться, но теперь он смог подняться и взглянул на Ханьли глазами, наполненными страхом.
С бледным лицом Юнтянься сказал: «Поскольку я не могу остановить тебя, забирай Вэнь Сиюэ. Однако, давай сначала поговорим вот о чем. Один старший уже положил на нее глаз и хочет сделать ее своим сосудом для культивации. После того, как ты заберешь ее, пеняй на себя». Сказав это, он вынул несколько талисманов и ударил по своему телу. По вспышке зеленого света раны мгновенно зажили. Сосуд для культивации. Хань Ли вдруг понял, почему Вэнь Сиюэ хотела уйти. Однако выражение Хань Ли внезапно стало холодным от скрытых угроз слов Юнтянься. Хань Ли сказал со спокойным выражением, что с того, что кто-то, кто ее любит. Это не проблема. Я все равно ее заберу. Хотя, было бы лучше, если бы ты приберег свои угрозы на потом. Иначе в следующий раз тебе просто так не выжить. Затем он небрежно окинул взглядом на комнату. Хань Ли блефовал. Если бы не тот факт, что здесь было много культиваторов формирования ядра, Хань Ли бы просто убил бы Юнтянься и сбежал. Но сейчас он не мог быть уверен, что сможет убить стольких культиваторов, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как надавить на него словами, чтобы запугать тех, кто здесь присутствовал. Если его предыдущая атака сбила всех с толку, то его нынешний тон намекал на то, что Хань Ли был культиватором зарождающейся души. Как только эти мысли появились в голове присутствующих, все они опустили головы. Никто не осмеливался встретиться взглядом с Хань Ли. Естественно, Юнтянься тоже подумал об этом. Хотя он и выглядел как культиватора на ранней стадии формирования ядра, но он чуть одним ударом не убил его. Кроме того, он хотел найти гнездо демонического зверя 8-го ранга. Все эти аргументы говорили сами за себя, так что Юнтянься начал мысленно проклинаться его без конца. Вэнь Сиюэ, все еще находившаяся в объятиях Хань Ли, широко распахнула свои глаза от удивления, а ее тело задрожало. Она уже решила для себя, что скорее умрет, чем станет чьим-то сосудом для культивации. Вот почему она только что решила рискнуть жизнью, но она никак не ожидала, что этот культиватор по имени Ли на самом деле может обладать таким ужасающим уровнем культивации. Он смог подавить всех культиваторов перед ней, приведя их в ужас одним ходом, а также он серьезно ранил Юнтянься и напугал леди Фань. Это был такой восхитительный сюрприз, о котором она и мечтать не могла. Хань Ли взглянул на нее и холодно улыбнулся. Затем он поднял руку, придвинул к себе медную пластину темнокожего культиватора и начал рассматривать ее. Выражение темнокожего культиватора слегка изменилось. Его губы дрогнули несколько раз, но он ничего не сказал. Поскольку Хань Ли почти убил Юнтянься одним ударом, он, естественно, знал, что у него нет и шанса увернуться. Хань Ли положил медную пластину и безразлично обратился ее владельцу: «Я хочу этот предмет». Сколько для этого нужно духовных камней? Темнокожий культиватор был слегка удивлен и инстинктивно ответил: 7. Нет, 5000 духовных камней. Хань Ли достал ядро демонического зверя 5-го ранга и бросил его темнокожему человеку. «Меняю его на ядро демонического зверя», — сказал Хань Ли и обратился к леди Фань со словами: «Более того, не говорите, что я ограбил вас. Материалы на столе можете считать оплатой за нее». Хань Ли погладил плечо Вэнь Сиюэ и отпустил ее. Затем он встал и не спеша направился к выходу. Вэнь Сиюэ, наконец, очнулась и поспешно последовала за ним. Лицо леди Фань дрогнуло, и она вдруг закричала: «Старший Ли, пожалуйста, подождите!» Хань Ли остановился и повернулся со странным выражением на лице. Хань Ли показалось интересным, что у этой женщины хватило мужества остановить его. Вэнь Сиюэ занервничала и бессознательно приблизилась к Хань Ли. Тот прищурился и равнодушно спросил, что нужно, не желает ли старший вернуться в область внутренних звездных морей. «У нашей секты изысканного звука скоро появится способ», леди Фань сладко улыбнулась, с уважением произнося это. Вероятно, она думала, что говорит с культиватором зарождающейся души, поэтому она не смела быть небрежной. Хань Ли нахмурился и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Он не хотел, чтобы ему пускали пыль в глаза. Увидев, что Хань Ли был так нетерпелив, она поспешно сказала, не предъявляя ему никаких претензий: «В настоящее время наша секта изысканного звука готовит транспортную формацию для возвращения в область внутренних звездных морей. Сейчас у нас не хватает нескольких важных материалов. Поскольку без этих материалов мы не можем завершить формацию, мы провели это торговое собрание в надежде получить помощь каждого. Если вы поможете нам в создании транспортной формации, наша секта отправит вас обратно в область внутренних звездных морей бесплатно». Слова леди Фана взволновали других культиваторов формирования ядра. Большинство из них были приятно удивлены, поскольку область внешних звездных морей практически перешла к демоническим зверям. Таким образом, они, естественно, думали о возвращении.
Однако транспортных формаций не было, и потребовалось бы более 600 лет, если бы они решили лететь туда, не говоря уже о многих опасностях, с которыми они могли столкнуться на этом пути. Они находились здесь только потому, что не было возможности уйти. Лицо беловолосой старухи дрогнуло, и она холодно спросила: «Даже с транспортной формацией, разве нам не нужны талисманы перемещения?» «Только не говори, что секта изысканного звука уже поняла, как их создать, старшая, пожалуйста, не волнуйтесь. Хотя наша секта не может создать эти талисманы, мы приобрели немало из них перед восстанием зверей. В настоящее время у нас более чем достаточно, чтобы отправить всех обратно в область внешних рассеянных звезд. Важнейшим материалом для формации является фантомный камень. Он действительно редко встречается. Хотя мы нашли месторождение этого камня за время нашего поиска в течение последних нескольких лет, он оказался расположенным рядом с местом отдыха группы высокоранговых демонических зверей. Большинство из них находится на 5 и 6 ранге, но все они довольно редкие. Так что победить их невозможно с небольшим количеством культиваторов. Более того, если кому-нибудь из них удастся убежать, они приведут подмогу из демонических зверей более высокого ранга, а это приведет к катастрофе. Поэтому нашей секте требуются силы каждого, проговорила леди Фань. Услышав это, на лицах других культиваторов появилась задумчивость. Начисто уничтожить группу демонических зверей было не то, на что можно было легко согласиться. Им было нужно тщательно обдумать это. Темнокожий культиватор пробормотал себе под нос, а затем спросил: «Почему вы не обратились к культиваторам зарождающейся души? Вероятность успеха была бы выше». «Господа, думаете, мы не пытались?» Однако большинство из них было уничтожено во время восстания зверей. Мне удалось связаться только со старшим быстрым журавлем. Вместе с ним мы сражались против демонических зверей 7 ранга. Именно он хочет сделать Сиюи своим сосудом для культивации. Леди Фан горько улыбнулась и взглянула в направлении Ханли. Когда другие культиваторы услышали это, они с тревогой переглянулись между собой. Ханли, услышав это, потер подбородок и пробормотал про себя на мгновение. Затем он быстро сказал: «Я не заинтересован в этом. Разбирайтесь сами». Сказав это, он проигнорировал их и отправился в путь. Вэнь Сиюи тут же последовала за ним, не смея отставать. Никто не осмелился остановить Ханли, им оставалось только молча смотреть ему вслед. Леди Фань не скрывала своего разочарования. Юнь Тянься, наконец, заговорил: «Поскольку господин Ли не хочет помогать нам, мы не будем принуждать никого из вас. Теперь мы представим вам некоторую информацию о демонических зверях, живущих около фантомного камня. Пожалуйста, сначала выслушайте меня, а затем принимайте свое решение». Итак, Юнь Тянься говорил так, как будто вовсе не был ранен. «Старший, вы действительно не хотите возвращаться в область внутренних звездных морей?» Пробормотала Вэнь Сиюи позади Ханли. Не оборачиваясь, Ханли ответил: «А что? Ты хочешь вернуться? Я тоже не хочу». Просто голос Вэнь Сиюи стал тише, а затем она вовсе замолчала. В этот момент Ханли уже прошел мимо каменной стены. Поскольку он достиг своей цели, он совершенно не собирался оставаться здесь. Ханли вывел Вэнь Сиюи за пределы скрытого города, к большому удивлению старого привратника. Затем он завернул женщину в свой свет и взлетел в небо. Вэнь Сиюи молчала все время, пока они летели, не задавая никаких вопросов о своем предназначении. Казалось, она полностью доверилась ему. Ханли тоже не собирался давать ей каких-либо дальнейших объяснений и продолжал летать молча. Через 2 дня Ханли, в конце концов, нашел пустынный остров со слабой духовной ци и приземлился на нем. Глава 540. Наложница. На острове было несколько гор, которые не поднимались выше 300 метров, и поросли пышным зеленым ковром из деревьев и множеством других растений. Ханли сделал круг вокруг гор, а затем приземлился на одну из них вместе с Вэнь Сиюи. Под изумленным взглядом женщины Ханли выпустил свои летающие мечи и вырезал небольшую пещерную резиденцию в горе уже через несколько часов. Хотя резиденция в пещере была меньше половины его пещерной резиденции на Туманном острове и была гораздо более грубой, в ней все равно была спальня и комната для уединения, а также комната для обработки инструментов, сад лекарственных растений и так далее. Ханли выглядел вполне довольным и поставил несколько ограничительных заклинаний вокруг резиденции, а затем вошел внутрь вместе с Вэнь Сиюи. Ханли привел Вэнь Сиюи в спальню и сел на кресло, вырезанное на скорую руку. Осмотрев женщину, он неторопливо сказал: «С этого момента ты будешь жить здесь. Я расскажу тебе заклинания для ограничительных формаций. Это место довольно уединенное.
Если ты будешь усердно культивировать, у тебя есть шанс прорваться в стадию формирования ядра. Большое спасибо, старший Ли Вэнь Сиюй покраснела под пристальным взглядом Хань Ли, который, похоже, тоже растерялся. Хань Ли улыбнулся, старший Ли Вэнь Сиюй торопливо опустила голову и нерешительно спросила: «Извините, как мне вас называть, поскольку она только что стала его наложницей, она не знала, как ей следует обращаться к нему». Хань Ли почесал нос и равнодушно сказал: «Можешь называть меня господин Ли». Хань Ли по-прежнему не показывал ей своего настоящего облика, а был в обличии мужчины среднего возраста. Немного поколебавшись, Вэнь Сиюй послушно ответила: «Да, господин Ли». Хань Ли удовлетворительно кивнул головой и подумал о том, что он должен сказать. Затем он тихо спросил: «Когда ты прибыла в область внешних рассеянных звезд, леди Фань уже была лидером секты изысканного звука. По моим сведениям, фиолетовая духовная фея должна была стать лидером секты». «Ох, господин Ли, кажется, вы хорошо осведомлены о прошлом секты». Вэнь Сиюй была удивлена тем, что Хань Ли задавал вопрос о секте изысканного звука, вместо того, чтобы начать расспрашивать о гнезде демонического зверя 8-го ранга. Немного подумав, она ответила: «Секта изысканного звука была под контролем молодой госпожи, когда я телепортировалась в область внешних звездных морей. Пока она была в небесном зале, произошло поразительное изменение, когда мы вернулись в секту. Посланник левых бесследно исчез, и вся власть в секте попала в руки постороннего и посланника правых, леди Фань. Позже я обнаружила, что этот культиватор был культиватором дьявольского Да, и что секта изысканного звука уже стала вассалом дьявольского Да. Чтобы стать мастером секты, леди Фань тут же собрала вместе множество учеников и отправила нас через транспортную формацию города Звездного неба. Тогда меня принудили к путешествию. С тех пор наша секта поселилась в этом скрытом городе. В течение последних нескольких лет неверные женщины-ученики таинственно исчезали, а те, кого отдали, больше никогда не видели. Если бы не господин Ли не спас меня, я бы стала сосудом для культивации». Выражение лица Хань Ли дрогнуло. Скрывая свои намерения, он спросил, что делала леди Фань в области внешних звездных морей. Неужели она занималась только управлением скрытого города? Я не слишком уверена в этом. Однако леди Фань и культиватор дьявольского Да по имени Юнь собирали информацию с помощью скрытого города. «Кажется, они что-то ищут», — взволнованно проговорила Вэнь Сиюй. Когда Хань Ли услышал это, он перестал задавать вопросы и начал размышлять над тем, что она сказала. Казалось, что произошло что-то странное, пока он и фиолетовая духовная фея были в небесном зале. Захватив власть, леди Фань переместила большое количество учеников на остров чудесных глубин, а затем коалиция звездопада начала атаку на город Звездное небо. Казалось, что независимо от того, что дьявольская Да завладела сектой изысканного звука, было ясно, что коалиция звездопада обладала огромным влиянием. В противном случае они не смогли бы захватить секту в такое подходящее время. К тому времени, когда фиолетовая духовная фея вернулась из небесного зала, она обнаружила, что ее секта исчезла. Тем временем силы дьявольского Да получили поддержку от секты изысканного звука, чтобы найти кого-то или что-то в области внешних звездных морей. Это был еще один таинственный аспект, который не имел ничего общего с Хань Ли. Следовательно, он не хотел больше об этом спрашивать. Кроме того, он уже стал непримиримым врагом с Дасом Быстрым Журавлем. Более того, казалось, что у нынешней секты изысканного звука были с ним хорошие отношения. Так что Хань Ли определенно больше не желал с ними связываться и отказался от предложения леди Фань. Хань Ли не думал возвращаться в область внешних звездных морей, пока не прорвется через узкое место. Хотя, по правде говоря, поскольку демонические звери постоянно атаковали эту землю, ему было бы намного безопаснее в области внутренних звездных морей вместе с небесным котлом. Хань Ли тщательно обдумал слова Вэнь Сиюй, но не нашел в них несостыковок. Очевидно, она говорила правду. Естественно, что Хань Ли осторожничал больше обычного, поскольку у него в руках был знаменитый небесный котел. Кто знает, сколько эксцентриков зарождающейся души до сих пор охотятся за ним. Более того, что мужчины с древнейших времен страдали от хитрых трюков красивых женщин. Хань Ли не хотел навлечь на себя неприятности из-за своей небрежности. Но, конечно, у этой женщины не было ни шанса обмануть его, даже если бы она захотела. Он внезапно предстал перед ней как человек, которого никто не знал и не привел в неизвестное место. Он также использовал секретную технику, которую не могли распознать даже культиваторы на ранней стадии зарождающейся души. В этот момент Вэнь Сиюй увидела сомнение на лице Хань Ли и невольно разволновалась. Наконец, Хань Ли собрал свои мысли в кучу, слегка улыбнулся и сказал: «Я уже вывел тебя из скрытого города, и я даже построил это место для тебя. Не хочешь рассказать мне о местонахождении гнезда демонического зверя? Как только ты расскажешь мне об этом, я уйду, и ты больше меня не увидишь».
Вэнь Сьюй был смущена и удивлена одновременно. Старший не намерен делать меня своей наложницей. Хань Ли спокойно сказал: «Я привык путешествовать один. Компаньоны мне не нужны». Немного помолчав, выражение на ее лице изменилось, и она мягко покачала головой. Она спокойно ответила с благодарностью в глазах: «Большое спасибо за милость, господин Ли. Но поскольку я уже решила стать вашей наложницей, я не заберу своих слов назад. Старший, пожалуйста, успокойтесь, я сдержу свое обещание». Хань Ли понял опасения женщины и таинственно улыбнулся со словами: «Я не знаю, что ты хочешь сделать, но я уже все решил. Если ты так хочешь стать моей женой, я не буду возражать. В этом случае ты не пожалеешь». Он был уверен, что Вэнь Сьюй не хочет становиться ничьей наложницей. Условия, поднятые в скрытом городе, скорее всего, были вызваны беспомощностью. Хотя быть наложницей было намного лучше, чем быть сосудом для культивации, все равно никто бы не захотел становиться наложницей. Это происходило только при самых отчаянных обстоятельствах или под сильным давлением. Хотя Хань Ли чувствовал себя искушаемым исключительной красотой Вэнь Сьюй, он четко понимал, что он был в решающий момент его культивации. Он не мог позволить себе содержать при себе женщину на стадии заложения основ. Было бы намного лучше позволить ей уйти восвояси. Сомнение появилось на лице Вэнь Сьюй, когда она услышала слова Хань Ли. На ее лице появилось раздражение. Хань Ли с усмешкой проговорил: «Что? Только не говори мне, что ты все еще хочешь стать моей наложницей, нет». Вэнь Сьюй поспешно отказалась, а затем, прикусив губу, добавила: Я должна поблагодарить господина Ли. Я никогда не забуду вашу доброту». На ее лице появилась тревожность. «Ну раз так, давай забудем об этом. Больше нет необходимости, чтобы ты воспринимала это всерьез». Хань Ли совершенно не хотел продолжать говорить об этом. «Большое спасибо, господин Ли», — радостно ответила Вэнь Сьюй. Ее лицо буквально расцвело от слов Хань Ли, и она стала еще прекраснее. При виде этого Хань Ли почувствовал волну эмоций, но он быстро похоронил эти эмоции в глубине своего сердца. Успокоившись, Хань Ли сказал: «Ну так что, ты расскажешь мне о гнезде демонического зверя?» Улыбка Вэнь Сьюй исчезла. Она сказала с обеспокоенным тоном: «Господин Ли, гнездо ветреного зверя — очень опасное место. Он находится рядом с краем глубин. Пожалуйста, сначала подумайте об этом, прежде чем туда отправляться». Край глубин. Хань Ли нахмурился. Казалось, у него впереди были большие проблемы. Нынешние глубины были слишком опасны.